Привет, друзья, это Макс. И я сейчас снова, опять собираю свои вещи. Да, я опять переезжаю. Я еду в Санкт-Петербург. Чемпионат мира закончился, и я еду в свой родной город, в Санкт-Петербург. И сейчас, где-то через 2-3 часа, я поеду на такси на железнодорожный вокзал. Да, на вокзал. И оттуда я поеду уже в Санкт-Петербург. Поездка занимает примерно 10 часов. Да, 10 часов из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, а сейчас я собираюсь. У меня здесь огромное количество моих вещей, разной фигни. И я хочу вам ее показать. Может быть, какие-то новые слова вы сможете подчерпнуть, или схватить, или узнать, или выучить какие-то новые слова, окей? Итак, давайте посмотрим сначала, что находится на моей кровати. Вот она, это моя кровать. Кровать, я буду скучать. Итак, что здесь? Оба-на. Первое — это сувениры. Это палец. Палец-указатель, да, вот он, палец, вот рука, да, это рука, и это палец. Это, кстати, это указательный палец, указательный. Вы знаете имена пальцев? Это палец большой, большой палец, да. Этот палец указательный, потому что он указывает, да, указывает туда или сюда. Этот палец средний палец, да, не надо делать такое действие. Средний, потому что он в середине руки, да, так, как посчитать, 1, 2, 3, 1, 2, 3, то есть он в середине, то есть он средний. Окей, этот палец, он безымянный, то есть без имени. Я не знаю почему, но вот безымянный палец. И этот палец, это мизинец. Мизинец. Ну, мизинец это означает маленький, то есть, грубо говоря, это большой палец, это маленький палец, он же мизинец. Так вот, это палец-указатель. Такими мы пользовались во время чемпионата мира, чтобы говорить: туалет там, магазин там, стадион там и так далее. Вот такой вот классный палец. Я взял 2 таких пальца. Кстати, какого цвета этот палец? Синего, да, синего. Этот палец синего цвета. Окей, а какого цвета этот палец? Ты ответь. Красного цвета, да. Этот палец красного цвета. Какого? Красного. Какого? Синего. Какого? Зеленого, желтого и так далее, да? Падежи. Итак, окей, что еще здесь есть? Здесь есть, конечно же, китайский чай у меня. Здесь есть черный кунжут, да, кунжут. Ну, плохо видно, но это такие семена, кунжут. Здесь есть сушеная дыня. Вот она, сейчас камера сфокусируется или не сфокусируется. В общем, сушеная дыня, да. Вот, тут даже есть волк из «Ну погоди». Сейчас я вам его покажу. Оп. Волк и заяц из «Ну погоди». Да, и это дыня сушеная. Вот, у меня есть
Сколько сушеных дынь есть у Макса? 2 сушеные дыни. Да, 2 сушеные дыни. Дальше есть разная косметика. Это эко-косметика, да, натуральная косметика. Например, это у нас крем для лица, Это мыло-скраб для кожи. Эко-мыло, конечно же. Это твердый шампунь, то есть это чтобы мыть голову, но он выглядит как мыло, да, как мыло. Окей, еще у меня есть Иван-чай. Иван-чай это крутая штука, это не чай, потому что чай это вот китайский чай, но это трава, которая тоже ферментируется и пьется как чай. То есть мы пьем ее как чай. Довольно интересная штука. Вот, у меня есть магнитик, очень забавный, очень веселый магнитик, вот с такой надписью. Да. Кто умен, а кто дурак, один за книгу, другой в кабак. Да, кабак это другое имя для бара. Бар или кабак. Бар слово иностранное, кабак слово, ну, наверное, русское. Окей, еще у меня есть здесь сироп. Это сироп из топинамбура. Топинамбур это такой цветок, растение. Ну, я думаю, что это похоже на кленовый сироп, который очень любят канадцы, да. Я знаю, в Канаде кленовый сироп популярен. У нас есть сироп из топинамбура, он очень сладкий. Вот, еще у меня есть книга. Я купил книгу, так, фокус. И эта книга «Россия. Приглашение в путешествие». Да, вот такая вот интересная книга. И здесь есть много разной информации про Россию. Например, Кунашир. Это Дальний Восток России. Здесь есть... Например, вот много фотографий. Вот. Здесь есть, Ленские столбы, да, это Республика Саха. Вот. Здесь есть Иркутск, Иркутская область, тоже кратер, Потомский кратер. Я никогда не был там. Тобольск, город Тобольский, его Кремль. В общем, очень много разных интересных. Казань. Это, наверное, Казань, я так думаю. Да, это Казань. Вот, кстати, посмотрите, Казань, какой классный город. Там тоже был чемпионат мира. Вот, в общем, это такая вот книга о России. Еще у меня здесь есть, ну, конечно, вы все знаете, что это... Да, мы называем это рюкзак. Рюкзак. Да, рюкзак. Вот, на столе у меня есть, итак, у меня есть, это вот называется чайная доска, да, чайная доска, для того, чтобы пить чай. Вот он, кстати, чай, да, я очень люблю чай. Вот, еще у меня есть здесь масло кедрового ореха, да, это такой, это все... масло, мыло, пальцы. Это все сувениры для моих родных, для моих близких, для моей семьи, которая живет в Санкт-Петербурге. Вот. Конечно, у меня здесь есть китайские палочки. Да, это китайские палочки для еды. Еще мыло. И хлебцы. Вот, это хлебцы. Они вкусные, я ем их вместо хлеба. Когда я жил в Китае, я не ел хлеб, потому что в Китае нет хлеба.
поэтому я хлеб не ел. Но, правда, я иногда ем разные булочки. Да, это всякие булочки. Вот, например, булочка с яблоком. Или булочка со сгущенкой. Сгущенка, помните? Со сгущенкой и арахисом. Да, вот он, арахис и сгущенка. Вот как-то так, друзья. Я уезжаю, и следующий мой ролик будет уже из Санкт-Петербурга. Поэтому до встречи. Кстати, у меня есть такая идея. Мне всегда очень нравится путешествовать налегке. Да, путешествовать налегке. То есть, когда легко. Когда у тебя очень мало багажа. Вот это багаж, да, 1, 2, 3, много багажа. Я так не люблю. Я люблю брать с собой очень мало вещей. И я лучше поеду с одной или с двумя футболками. Вот это футболка, это одежда, это футболка. Вот, я лучше возьму 2 футболки и куплю туда, куда я приеду, еще футболки, чем везти с собой огромный рюкзак. А скажите, как вы любите путешествовать? Вы берете с собой много вещей, вы берете с собой мало вещей. Вот как вы путешествуете? Мне интересно. Ну что ж, до скорой встречи в Санкт-Петербурге. И пока-пока! Ю!